Космические путешественники, мы никогда не приглашали вас в тур туда, где темно и совсем ничего нет. Это неудивительно. На Земле люди сторонятся неосвещенных переулков и дорог, включают свет в домах. Мы с вами тоже посещаем места, где сияют звезды, яркими огнями прорезают темноту кометы, безумно вспыхивают сверхновые. Но чтобы ни лучика света, ни слабого мерцания туманности где-то вдали, ни одного объекта в регионах Вселенной, которые называются пустотами, разве они могут чем-то привлечь? На первый взгляд нет. Но если разобраться, темнота по-своему удивительна. В ней предметы приобретают другие свойства, порой просто фантастические, а даже несущественные изменения окружающей среды кажутся опасными. Чувства обостряются, адреналин зашкаливает. В таком состоянии мы ничего не пропустим, ни малейшего изменения в ткани пространства. И, может, найдем в пустоте и потемках много неожиданного. Там, например, способна скрываться экзотическая материя, а огни порой вспыхивают во много раз сильнее, чем в ярких галактиках. Отправляемся в дорогу и посмотрим, что еще могут преподнести самые страшные пропасти Вселенной. Найти такие места нетрудно. Большая часть Вселенной — это бесконечная пустыня. Огромные пустоты, которые еще называют войдами, окружают скопления галактик. Все, что мы видим вокруг — звезды, галактики, черные дыры — составляет лишь 5% от общей массы и энергии космоса. Еще 27% приходится на загадочную темную материю, остальные 68% на темную энергию. Скромные 5% обычной материи обычно сгруппированы вместе, а между ними расположены области, где практически ничего нет. Эти необъятные пустыни охватывают 80% объема Вселенной и при этом содержат всего менее 1/10 части ее общей массы. По сути, войды являются настоящими хозяевами космического пространства. Среди них встречаются настоящие монстры, которые занимают сотни миллионов световых лет в поперечнике. Эти места, на первый взгляд, абсолютно пусты, если не считать случайные атомы водорода или радиацию. Вместе с тем считается, что в каждом из них сосредоточено около 15% от средней концентрации материи по Вселенной. Там даже могут встречаться галактики, но крайне редко. Следы пустот астрономы наблюдают везде. Они проступают даже на карте реликтового излучения. Так ученые называют первозданный свет, путешествующий к нам с момента достижения Вселенной возраста всего 380 тысяч лет. Причем подобные области космического ничто постоянно растут и в какой-то момент могут поглотить мироздание. Но не будем пугаться заранее. Давайте лучше изучим войды и постараемся выяснить, насколько они опасны. Чтобы понять суть космических пустот, необходимо вначале условно посмотреть на них под правильным углом. Для этого понадобится выйти за пределы Солнечной системы, Млечного Пути и даже всех скоплений нашего региона Вселенной. И при этом подобрать такой масштаб, чтобы целые галактики с сотнями миллионов звезд стали совсем крошечными точками света. В этих поистине космологических масштабах мы отчетливо увидим удивительную структуру космоса. Оказывается, галактики в нашей Вселенной не рассыпаны беспорядочно, как соль по столу. Астрономы наблюдают плотные скопления, в которых живут тысячи галактик и длинные тонкие нити, соединяющие эти скопления. Они похожи на автострады, протянувшиеся между скоплениями, по которым движется несчетное количество галактик. Ученые замечают, как нити соединяются вместе, образуя широкие, необъятные стены. Всю эту замысловатую структуру называют космической паутиной. И в ней львиная доля места, как мы выяснили, отведено пустотам. Несмотря на это, войды впервые были обнаружены сравнительно недавно. Изучение космических пустот началось в середине 1970-х годов. Тогда обзоры красного смещения привели две отдельные группы астрофизиков к открытию пустот рядом со скоплением галактик Абеля. А в 1981 году было объявлено о наблюдении сверхпустоты в созвездии Волопаса. С тех пор открытия потекли рекой, одно за другим. Ученые постарались выяснить, когда и как Вселенная опустошила большую часть своих территорий.
Они пришли к выводу, что первые семена войдов были посеяны в самые ранние моменты существования мироздания, еще до появления первых звезд и галактик. Миллиарды лет назад материя в нашей Вселенной была почти идеально однородной, без каких-либо отклонений от места к месту. Наряду с этим в столь ровную, полностью однообразную картину порой врывались случайные микроскопические различия, всего на миллионную долю больше материи здесь или на миллионную долю меньше там. По мере взросления мироздания эти различия росли. Гравитация считается самой слабой силой природы, но она очень настойчива и терпелива. Регионы Вселенной с незначительным преимуществом в веществе имели чуть более сильную гравитацию. Это приводило к все большему притяжению материи к данному участку, опустошая его окрестности. По мере того, как богатые веществом регионы все сильнее богатели, бедные становились еще беднее. Так пустоты начинали свое существование как маленькие бреши в пространстве, но увеличивались вместе с формированием космической паутины. Сейчас ученые определяют их координаты в основном по красному смещению. В разреженных межгалактических пространствах сила тяготения ослабевает, там слишком мало частиц привычной нам материи. Проходя сквозь такие участки, световые волны удлиняются и сдвигаются к красной части спектра. Космологи называют это гравитационным красным смещением, которое отмечается на карте реликтового излучения как область пониженной температуры. Картину древних процессов также помогает воссоздать обзор неба Слоана. В его рамках исследователи измеряют расстояние между галактиками и окружающим их свободным пространством. Затем в конце 90-х две группы астрономов сделали еще одно революционное открытие. Расширение Вселенной ускоряется, и ее пределы становятся с каждым днем больше и больше. А ведь гравитационное притяжение всех объектов мироздания должно замедлять расширение, вместо того, чтобы его ускорять. Тут тоже, скорее всего, замешаны космические пустоши. И вот почему. Загадочное ускоренное расширение Вселенной сейчас связывают с темной энергией, которая встроена в саму ткань пространства. Но мы этого не ощущаем и не замечаем. Земля, Солнечная система, Млечный Путь и наше локальное космологическое окружение заметно не расширяются. В чем же тогда суть небесной чехарды? Дело в том, что наш локальный участок Вселенной заполнен всякой всячиной. Звездами, газом, пылью, людьми. Все это обладает гравитацией, которая полностью перекрывает эффект ускорения темной энергии, но только не в пустотах. Внутри войдов нет такого количества материи, чтобы противостоять эффекту темной энергии, потому они все быстрее растут. Пустоты буквально давят на окружающие их нити и стены галактик, за счет скорости отталкивая от себя материю. От этого примерно через 10-20 миллиардов лет космическая паутина со всем ее ярким великолепием галактик, нитей и стен распадется. Скопления выживут, но каждая из них станет отдельным островком во Вселенной, одиноким на огромном участке пространства. Однако все это будет в необразимо далеком будущем. А пока астрономам предстоит еще много работы, чтобы разобраться с пустотами и их двигателем – темной энергией. Если мы хотим изучить эту силу, которая фактически диктует будущее Вселенной, нам не стоит ориентироваться на галактики или их скопления. Внутренняя гравитация подобных объектов безумно велика, и влияние темной энергии там сведено к минимуму. Зато пустоты являются отличным ключом к выявлению сути этой энергии. Рост войдов с течением космического времени, их формы, количество, свойства открывают тайну эволюции и направление развития темной энергии. Астрофизики уже начали составлять карты космических пустот во Вселенной, чтобы сравнить их особенности и характеристики со своими теоретическими оценками. Ученые надеются, что эти широкомасштабные исследования позволят заодно выявить неизвестные свойства темной энергии. Но это еще не все. Космические пустоты можно назвать величайшими капсулами времени. За миллиарды лет они просто не успели сильно измениться. В галактиках рождались и умирали звезды, возникали и разрушались туманности, планеты, а войды миллиарды лет назад уже были пустыми, и такими остались до нашего времени.
Ответы на многие космологические загадки о природе темной энергии, свойствах древнего космоса и многие другие буквально законсервированы внутри пустот. Возможно, самые великие открытия придут к нам лишь тогда, когда мы заглянем в самое сердце пустынь Вселенной. Представим, что мы сделали это прямо сейчас. Наш космический корабль нырнул в ту или иную пустоту, любую, поскольку их начинка мало отличается друг от друга. Мы, конечно, еще в начале пути увидим, что в небе почти нет звезд по сравнению с галактиками или их скоплениями. Без плотных звездных полей Млечного Пути в Войде не будет знакомых всем сияющих структур, таких как полоса из самых ярких светил нашей галактики. Лишившись к тому же озаренных сильным светом далеких крупных галактик, небо останется без своей основной отличительной особенности. Все начнет выглядеть каким-то однообразным и пустым. Вокруг нас будет смыкаться кромешная тьма, поскольку пустоту не озаряет солнечный свет. Впрочем, кое-какие зрелища могут встретиться и в этой бескрайней пустыне. В пути мы, вероятно, сумеем увидеть несколько звезд или при везении даже какую-то тусклую галактику. Если пустота не полностью изолирована, мы сможем наблюдать далекие огни галактик по ее краям. Они станут выглядеть как слабые пятна света, очень похожие на то, как смотрится Андромеда с Земли. Эти галактики окажутся более разреженными, и их в небе будет совсем мало. Между тем, если мы попадем в удачное время, в нужное место, все может сложиться иначе. Вместо полной пустоты и тусклых слабых огней в небе начнется невероятное шоу, по яркости превосходящее аналоги вне пустоты. Что за космические чудеса случаются среди пустот? Ничего сверхъестественного, конечно, не происходит. Просто в Войде можно лучше рассмотреть различные космические явления, например, сверхновые, если они взрываются поблизости. Поскольку будет меньше помех от света других звезд, то эти высокоэнергетические небесные катастрофы окажутся видны как на ладони. Причем в несколько раз лучше, чем, скажем, в богатом палитрой звезд Млечном Пути. Но не будем забывать, что такие яркие взрывы и всплески энергии происходят во Вселенной очень редко. И не факт, что нам удастся стать свидетелями подобного невероятного события. Что еще интересного может предложить наш условный Войд? Космический микроволновой фон все еще будет присутствовать в этой бесконечной небесной Сахаре. Однако нам не удастся рассмотреть реликтовое излучение невооруженным глазом. Огромная пустота станет гасить его волны, способствуя образованию более тихой космической среды. Подводя итог, можно сделать вывод, что все-таки во время путешествия внутри Войда мы с большей вероятностью окажемся в царстве бесконечной тьмы. Выдержать это трудно, особенно будут угнетать собственные переживания и неизвестность, а значит, непредсказуемость невидимого. Слово «тьма», «темный» вообще пугает людей. В темноте и смятении мы должны сначала справиться со своими страхами и слабостями. Это легче сделать, отвлекаясь на внешние явления. Можно, например, составить график температуры пустоты и следить за его колебаниями. Или вот еще варианты. Попытаться найти в Войде какие-то атомы, возможно, экзотической материи. А то и просто попытаться психологически настроиться на волну пустоты. Бесконечное ничто наверняка никого не оставит равнодушным хотя бы своим масштабом. Словом, тьма становится светом, если мы активно осваиваем неизведанное пространство. Важно помнить об этом, отправляясь в глубины самых страшных пустот Вселенной. Они способны преподнести нам такое, чего не встретишь на более освещенных, обжитых звездами и планетами участках космоса. Далеко лететь за первым, хотя и маленьким примером, не придется. Компьютерные модели предполагают, что пустоты меньшего размера встречаются гораздо чаще, чем большие. Они сформировались после сближения галактик в результате гравитационного взаимодействия. Из-за этого соседние регионы опустели, а так как данный процесс со временем усиливается, пустых от материи областей становится больше. Один из таких войдов ученые нашли прямо в сердце Млечного Пути, и, как положено, по правилам космологии, он постоянно расширяется. Звучит не очень оптимистически. Чем наступление пустыни грозит нашему миру? Разберемся в этом, отправившись в центр галактики.
Международная группа ученых обнаружила там пустоту, которая простирается на 8000 световых лет. Изучение Войда ученые провели с помощью японского телескопа, находящегося в Южноафриканской астрономической обсерватории. Некоторое время назад исследователи заметили, что в радиусе 150 световых лет вокруг центра Млечного Пути везде есть цефеиды. Но в этом регионе также оказался большой участок, где цефеиды отсутствуют. Напомним, что цефеиды представляют собой класс пульсирующих звезд с довольно точной зависимостью периодов усиления светимости. Их возраст может составлять от 10 до 300 миллионов лет. Причем на пустынном участке неба в центре галактики отсутствуют не только цефеиды. Исследователи отмечают, что за последние сотни миллионов лет там вообще не рождались звезды, что характерно для Войдов. В настоящее время астрономы стараются точнее разобраться в том, как пустота образовалась в плотно заселенном небесными телами центре Млечного Пути. Однако уже сейчас исследователи уверены, что Войд никак не влияет на жизнь нашего мира. Для этого он находится слишком далеко, на расстоянии 25-28 тысяч световых лет от Солнечной системы. Но это еще не все пустоты, которые претендуют на соседство с Землей. Недавно астрономы обнаружили огромный Войд между молекулярными облаками Персея и Стрельца. Небесную прореху удалось заметить благодаря космическому телескопу Европейского космического агентства «Гайа». Обсерватория работает в видимом спектре, собирая информацию о различных объектах в пространстве и расстоянии до них. Благодаря данным телескопа ученые составили 3D-карту области молекулярных облаков Персея и Тельца. Обе туманности содержат много газа и пыли, в которых есть все вещества, необходимые для рождения звезд. Неудивительно, что молекулярные облака как бешеные штампуют светило в своих туманных недрах. В то же время астрономы не ожидали, что эти звездные ясли разделяет большая пустота. Ученые говорят, что она образовалась сравнительно недавно, около 10 миллионов лет назад. Ее размер, скорее всего, составляет 500 световых лет. Обнаружив пустоту, ученые сразу предположили, что молекулярные облака Персея и Тельца породила именно она. Звучит неожиданно, но на этот счет уже существует две теории. Во-первых, возможно, в том регионе в далеком прошлом взорвалась мощная сверхновая. Катастрофа произошла в ядре рассеянного облака и вытолкнула газ наружу. В результате сформировалось два молекулярных облака – Персея и Тельца, а между ними возник Войд. Теория о взрыве сверхновых предполагает, что в пределах пустоты должен быть расположен компактный объект – белый карлик, пульсар или черная дыра. Астрономы сейчас занимаются его поиском. А может, события развивались по более жесткому сценарию. Одной сверхновой для образования двух молекулярных облаков оказалось мало. Произошла целая серия взрывов сверхновых, продолжавшаяся в течение миллионов лет. Потому и Войд получился достаточно крупным. Но в любом случае можно сказать, что именно пустота, полное космическое ничто, удерживает уплотнение материи в обеих туманностях. Теперь небо вокруг этой сферической пустыни буквально бурлит. В молекулярных облаках постоянно рождаются десятки звезд. Все это происходит по космическим меркам недалеко от нас. Молекулярное облако Тельца находится на расстоянии всего около 456 световых лет от Солнца и является ближайшей к светилу областью звездообразования. Сейчас астрономы проводят дальнейшие исследования этой странной области неба, ее характеристик, истории образования и развития. И, конечно, не менее важно выяснить все о другой нашей пустынной соседке. Да, у нас есть в компаньонах еще один Войд, только уже за пределами Млечного Пути. В 1987 году астроном Брент Тулли из Гавайского университета и астрофизик Ричард Фишер из Национальной радиоастрономической обсерватории в Вирджинии открыли местную пустоту. Она пряталась в окрестностях местной группы галактик, в которую входит Млечный Путь. Вместе с соседней Андромедой наша галактика движется к центру этой группы, которая находится в сверхскоплении Дева. Пустынный участок получил название «Местный Войд». Таким образом, хотя Млечный Путь окружен другими галактиками и космическими структурами, он находится прямо на краю бездны. Как бы в нее не скатиться. Почему астрономы только сейчас предупредили нас о пустоте на самом пороге? Ведь им уже давно удалось
заглянуть намного дальше местной группы галактик, буквально на миллиарды световых лет вглубь Вселенной. Ученые поясняют, что заметить местную пустоту было сложно, поскольку с нашей точки зрения она расположена за центром Млечного Пути. Сейчас известно, что пустыня начинается на расстоянии около 3 миллионов световых лет от края местной группы галактик и простирается примерно на 40% площади неба. Ее протяженность оценивается как минимум в 150 миллионов световых лет. Недавно команда американских астрофизиков провела работу по уточнению характеристик местного войда. Для этого исследователи воспользовались каталогом, содержащим данные о скорости и направлении движения 18 тысяч галактик. На ее основе создана трехмерная карта окрестностей Млечного Пути. Исследование показало, что местный войд состоит из 3 отдельных секторов, разделенных волокнами. Он также соединен своеобразными узкими мостами или перемычками с соседними пустотами. Кроме того, войд не является абсолютно пустым. Внутри него расположено несколько небольших скоплений галактик. Местный войд равномерно окружен веществом во всех направлениях, за исключением одного сектора, в котором ничего нет. Астрономы считают это следствием более быстрого оттока вещества из данной области. Вдобавок, исследователям удалось оценить влияние, которое местный войд оказывает на нашу галактику и ее окружение. Скорость движения соседей Млечного Пути примерно на 600 км в секунду оказалась выше той, которую могло бы дать только расширение Вселенной. Исследование показало, что войд и галактическое скопление в Деве отвечают примерно за половину этого расхождения. Остальная разница в скорости приходится на более удаленные структуры, например, Великий Аттрактор. Так астрономы называют гравитационную аномалию, которая притягивает к себе тысячи галактик. В их число входит и местная группа, а значит Млечный Путь вместе с Землей. Но остается вопрос: не свалимся ли мы в местный войд, огромную пропасть, откуда нет выхода? К счастью, Млечный Путь благоразумно удаляется от этой опасной области пространства со скоростью 270 км в секунду. Можно с облегчением вздохнуть? Если пугает перспектива жить на краю лабиринта, то да. А как вам возможность оказаться прямо внутри космической пустыни, самом большом во Вселенной лабиринте, из которого вряд ли есть выход? Ученые из Боннского университета на основании своего исследования сделали вывод, что все происходит именно так. Млечный Путь находится внутри гигантского войда. Туда же входит местная группа галактик и часть более крупного объединения, к которому относится эта группа – сверхскопление Ланиакея. Космическую пустыню назвали в честь астрономов Райана Киннона, Эми Баргер и Ленокса Коуи, KBC. Гигантский участок почти пустого космоса занимает почти 2 миллиарда световых лет. Таким образом, внутри этой небесной прорехи может поместиться 20 тысяч Млечных Путей, выстроенных в ряд. Впервые о существовании войда было объявлено 11 лет назад, и с тех пор появляются все новые доказательства его существования. Это подтверждают наблюдения в оптическом, инфракрасном, рентгеновском и радиодиапазоне. Что же творится в нашем небе? Мы знаем, что Вселенная не является полностью однородной. Материя в ней может группироваться в регионах с высокой и низкой плотностью. Ученые считают, что мы живем в регионе с маленькой плотностью материи. По словам исследователей, войд KBC примерно на 20% менее плотный, чем космос за его пределами. Этого достаточно, чтобы помочь науке с объяснением некоторых космологических аномалий. Самая важная из них – проблема с постоянной Хаббла. Астрономы используют этот коэффициент для описания скорости расширения Вселенной. Постоянная Хаббла показывает, как быстро удаляются от нас те или иные объекты в космосе. Она должна иметь одно и то же значение, независимо от расстояния и направления во Вселенной. На самом деле, ближайшие к Млечному Пути звезды и галактики удаляются от нас быстрее, чем должны. Таким образом, игнорируется стандартная космологическая модель, описывающая эволюцию мироздания. Авторы исследования считают, что регионы космоса за пределами пустоты с более высокой плотностью материи и гравитацией притягивают к себе другие звезды и галактики. По этой причине, изучая близкие объекты, астрономы получили повышенное значение постоянной Хаббла. Все в войде движется быстрее.
А поскольку мы тоже находимся внутри пустоты KBC, то скорость расширения Вселенной у нас получается выше. Астрофизики из Боннского университета намерены проверить эту теорию. Они хотят провести анализ данных о сверхновых. Таким способом можно выяснить, вернется ли постоянная Хаббла к значению в стандартной космологической модели за пределами пустоты. Если новая теория верна, то вне войда KBC проблема должна отсутствовать. Тем временем гигантская пустота послала нам привет, добавив головной боли астрономам. Исследователи обнаружили самую высокоэнергетическую частицу космических лучей, которая когда-либо достигала Земли. Она оказалась настолько уникальной, что получила собственное имя частица Аматерасу. Открытие произошло с помощью массива телескоп Эррей в штате Юта. 500 его наземных детекторов фиксируют события, связанные с космическими лучами. Аматерасу настолько заряжена энергией, что на нее не влияют галактические и внегалактические магнитные поля. По количеству энергии она уступает лишь легендарной частице Oh My God, обнаруженной более 30 лет назад, из чего создана Аматерасу. Происхождение частицы пока не выяснено. В той части неба, откуда она прибыла, вообще ничего нет. Такую частицу должен был произвести источник по мощности, превосходящий все известное в нашей галактике или за ее пределами. Тем более в войде KBC не может быть ничего настолько высокоэнергетического, что могло бы породить эту частицу. Самое интересное в том, что частицы столь высоких энергий, как Oh My God и Аматерасу, не способен создать даже взрыв сверхновой. Теоретически это могут быть дефекты в структуре пространства-времени, столкновение космических струн или нечто еще более экзотическое. Очень трудная задача, которую сейчас решают астрономы. А мы отправимся дальше, чтобы осмотреть другие космические прорехи. Они не дотягивают по размеру до KBC, самого большого войда, известного на сегодняшний день астрономам. Однако среди более далеких от нас пустот тоже есть настоящие гиганты. В их бесконечных лабиринтах порой можно встретить страшные и непонятные, хотя очень интересные вещи. Астрономы под руководством доктора Лоренса Рудника из Американского университета Миннесоты открыли нечто подобное в созвездии Гончих Псов. Это совершенно пустое место, которое находится на расстоянии 1,5 миллиардов световых лет от нас. Ученые называют его гигантской пустотой или войдом Гончих Псов. Он представляет собой чрезвычайно обширную область космоса сферической формы, диаметром 1,3 миллиарда световых лет с крайне малым количеством галактик. Но дело не только в галактиках. В научных кругах есть версия, что гигантское пространство не содержит ни одного известного современной науке типа вещества, в том числе темной материи. Во время путешествия по этой пустыне мы не только практически не встречаем там камни и пыль, но и разного рода частицы. Для взаимодействия двух частиц в гигантской пустоте могут потребоваться эпохи, если это там вообще возможно. Несмотря на огромные размеры войда, заселен только один его регион. Внутри этой области находится всего 17 скоплений галактик. Исследования показали, что они совершенно не взаимодействуют друг с другом. Иными словами, плотность кластеров безумно низкая, что приводит к почти полному отсутствию гравитационных связей между объектами внутри них. Чрезвычайно низкая плотность войда означает, что при попадании туда, например, нейтрино, частица будет выглядеть абсолютно так же на выходе сотни миллионов лет спустя. То же касается и фотонов. Частицы вещества с гораздо большей массой, чем нейтрино и фотоны, будут притягиваться к краям пустоты. Из-за этого свойства ученые, напомним, рассматривают войды как идеальные капсулы времени. У гигантского войда и других аналогичных структур есть еще одна невероятная особенность. Немногочисленные галактики пустот обычно расположены ближе к их краю. Эти объекты, вероятно, испытали ужасные трудности в течение своей эволюции, потому чаще всего выглядят слабенькими, бледными и одинокими. Если бы на месте одной из таких галактик оказался Млечный Путь, мы долго ощущали бы себя сиротами, выброшенными на край Айкумены. Черное небо без единой звезды – вот что мы видели бы каждую ночь. Впрочем, ночи слились бы с безрассветными днями, и время суток удавалось бы определить только с помощью часов.
Но главное даже не в этом. Астрономы наблюдают, что внешние галактики обходят пустоты стороной и никогда не влетают в их темное нутро. Почему небесные объекты сторонятся космических пустот и как им удается не скатиться в бесконечную пропасть? Сейчас исследователи ищут ответ на этот вопрос. Возникновение гигантской пустоты также ставит ученых в тупик. Основная гипотеза, как мы знаем, состоит в том, что на заре Вселенной гравитация растянула галактики в разные стороны, образовав скопления. В результате между ними остались пустые пространства, которые росли по мере увеличения галактических скоплений. Однако это никак не объясняет существование гигантской пустоты. С рождения Вселенной прошло недостаточно времени для того, чтобы гравитационные силы очистили пространство такого масштаба. В 700 миллионах световых лет от нас существует еще более жуткая пустота с такой же темной историей происхождения. Она настолько велика, что, кажется, тянется в бесконечность. На самом деле Void хоть и отличается колоссальным размером, но, конечно, ограничен в пространстве. Этот пустой регион космоса называют Void'ом Волопаса, и его диаметр составляет более 330 миллионов световых лет. Внутрь грандиозной космической прорехи можно легко всунуть не менее 3300 галактик размером с Млечный Путь. По словам американского астрофизика Грегори Алдеринга, масштаб Void'а поможет представить следующее сравнение. Если бы Млечный Путь находился в его центре, мы не узнали бы о существовании других галактик до 1960-х годов. А если бы в сердцевине Void'а располагалась сама Земля, то ближайшие звезды и галактики астрономы смогли бы рассмотреть только в очень большие телескопы второй половины 20 века. Ну а если отвлечься от сравнений, то еще в 1981 году команда американских астрономов при создании трехмерной карты Вселенной обнаружила что-то странное. Это оказалась пустота, в которой почти не было галактик. На ее краю относительно Земли находится сверхскопление галактик Геркулеса, и вот оно как раз сияет яркими огнями. Очень резкий контраст с черной, не подсвеченной никаким светом небесной пустошью. Однако визуально сначала кажется, что эта огромная бескрайняя пустыня находится в созвездии Волопаса, потому ее назвали Void'ом Волопаса или Великой Пустотой. Любители астрономии обозначили огромное ужасное место как великое ничто. Вы действительно ничего там не увидите. Причем это касается не только звезд или галактик. Даже свою руку в паре сантиметров от глаз невозможно будет различить. В Void'е буквально нет ни капли света, который мог бы отразиться от вещи или вашего тепла. Астрономы, которые отыскали эту пустыню, предположили, что в ней вообще нет галактик. Только в середине 90-х годов прошлого века выяснилось, что это не так. В Void'е ученые нашли 60 галактик. Однако это все равно невероятно мало для гигантского участка космоса. Если воспользоваться грубой средней оценкой концентрации галактик в пространстве, то получится один объект на 10 миллионов световых лет. Тогда, по расчетам астрономов, в Великой Пустоте должно находиться минимум 2000 галактик. В Void'е Волопаса наблюдается не только крайний дефицит галактик, там практически нет свободных частиц. Ученые считают, что за время существования Вселенной, скорее всего, даже две из них не смогли бы встретиться и взаимодействовать на просторах Void'а. Но только откуда в этой нескончаемой пустоте появились те 60 галактик, которые уже известны? Наука пока это не выяснила. Формирование самого Void'а Волопаса тоже до конца неизвестно. Ни одна из современных теорий происхождения Вселенной не может объяснить существование в небе таких огромных пустынь. Сегодня ученым известны пустоты в десятки раз меньшего размера, и механизм их образования, как мы говорили, уже выяснен. Но с гигантской пустотой Волопаса компьютерная модель не работает. Ученые высказывают различные гипотезы насчет того, как в небе образовалась эта дыра. Так, одна из популярных версий предполагает, что малые пустоты могут взаимодействовать друг с другом. В результате они соединяются подобно тому, как мелкие мыльные пузыри сливаются в один большой. Это объясняет маленькое количество галактик, которые населяют небольшую область Void'а в форме трубки. Есть и более радикальные гипотезы. В одной из них говорится о рукотворном происхождении Void'а Волопаса.
Некоторые ученые считают, что это дело рук сверхцивилизаций, которые появились в начале образования Вселенной и поднялись на мегавысокий технологический уровень. Они буквально высосали энергию из окружающего пространства, что могло привести к образованию огромного объема практически идеального вакуума. Возможно ли такое? Существует теория, что продвинутые цивилизации могут окружать каждую звезду, а затем и галактику, на своем пути грандиозным инженерным сооружением под названием «Сфера Дайсона». Устройство помогает развитым инопланетянам потреблять энергию космических объектов. Это могло бы объяснить достаточно ровную сферическую форму Войда Волопаса. Теория, конечно, звучит удивительно и привлекает внимание. Хорошо было бы найти в небе признаки крутых инопланетян. К сожалению, на сегодняшний день версия об их проделках в Войде Волопаса и других подобных местах ничем не подкреплена. А пока ученые ищут ответ на вопрос о происхождении Войда Волопаса, на первый план выходят еще более гигантские космические пустоши. Одной из самых огромных и загадочных считается сверхпустота Эридана. Эту космическую аномалию астрономы обнаружили в 2004 году. Она находится невероятно далеко, на расстоянии 3 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Эридан. Пустота найдена с помощью объединенных данных телескопа PS-1 и орбитального аппарата WISE. Она попала в сети астрофизиков во время анализа расстояния до этой части неба и положения в ней каждой из галактик. А недавно была составлена трехмерная карта космической дыры. Само по себе открытие пустоты не является уникальным. До Эридана исследователи нашли около 24 небесных прорех. Однако этот супервойд обладает просто фантастическим размером. Его длина составляет 1,8 миллиарда световых лет. По сравнению с этой необъятной пустошью, Млечный Путь на карте кажется маленькой точкой. В сверхпустоте Эридана может поместиться 18 тысяч таких галактик, как наша. А Войд отличается необычно низким содержанием микроволнового излучения. Оттого очень холодный. Его температура приблизительно чуть ниже, чем у реликтового излучения. За это ученые назвали пустоту реликтовым холодным пятном. Принято считать, что в этом огромном вселенском пузыре нет материи. Он наполнен темной энергией. Пятно также называют самым темным местом во Вселенной. В нем нет звезд и галактик. Ни один лучик света не озаряет его бездонные глубины. Если бы человек каким-то образом попал в такую пропасть, он перестал бы видеть, слышать и что-то ощущать. По мнению исследователей, сверхпустота станет настоящей ловушкой для путешественников во Вселенной. Найти выход из бесконечного ничего они не смогут. Страшно очутиться в таком месте. Но что если огромная космическая пустошь на самом деле вовсе не пуста? Пока внутри супервойда действительно ничего не обнаружено. Это не означает, что он полностью порожний. Войд может быть под завязку набит той же темной материей, просто современные приборы не могут ее найти. Другие исследователи утверждают, что в супервойде есть темная материя, но ее очень мало. По разным оценкам, этого неуловимого вещества в пустоте на 30-50% меньше, чем в других областях Вселенной. В то же время и скопление темной энергии в реликтовом пятне не подтверждено экспериментами. Концепция невероятного количества этой энергии также не вписывается в стандартную модель космологии. Принято считать, что эта энергия разгоняет в разные стороны все виды материи. В результате Вселенная постоянно расширяется. При этом пространство растет равномерно, как воздушный шарик, который надувают. И все потому, что энергия одинаково распределена по всему космосу. Но предположим, что в сверхпустоте такого горючего скопилось чрезвычайно много. Значит, в зоне высокого влияния темной энергии наш шарик обязательно раздуется сильнее, чем в других местах. Недавно исследователь Габор Ракц из Будапештского университета подтвердил эту гипотезу. С помощью компьютера он провел симуляцию эволюции Вселенной, включая самые ранние стадии. Получилось, что отдельные регионы космоса расширяются с разной скоростью. Однако в среднем она соответствует принятым показателям. Этот вывод не противоречит теории расширения Вселенной. Просто материя и энергия распределены в мироздании неравномерно. Потому где-то скорость расширения развивается быстрее, а где-то медленнее.
А вот сторонники теории мультивселенной уверены, что наше мироздание не растет, а значит, темной энергии нет в природе. По их мнению, существует множество вселенных, и каждая из них, как в яичную скорлупу, заключена в свою собственную сверхпустоту. Астроном Том Шенкс допустил, что в один прекрасный день два таких яйца не разрулили небесное движение и столкнулись. В результате образовался супервойд. Для доказательства своей теории Шенкс планирует провести более тщательный и подробный анализ данных космического микроволнового фона. Если версия подтвердится, появится первое доказательство существования мультивселенной. Это будет означать, что миллиарды параллельных вселенных существуют бок о бок с нашей. Однако пока это лишь теория, которую, возможно, никогда не удастся доказать. Есть и другие концепции образования реликтового пятна. Некоторые астрофизики полагают, что супердыра появилась в ткани пространства из-за близости к ней каких-то сверхмассивных небесных тел. К ним, как железо к магниту, притянуло всю материю. В результате в небе образовалась пустошь, в которой осталась только темная энергия. Вот только обнаружить сверхгигантов, которые могли бы заманить в свою паутину столько материи, пока не удалось. А самая фантастическая версия гласит, что в действительности реликтовое холодное пятно представляет собой огромную черную дыру. Этот небесный монстр стремительно приближается к Солнечной системе и вскоре ее уничтожит. Правда, столь зловещее предсказание относится скорее к категории околонаучных. Оно не подкреплено данными ученых, да и пустота от нас очень далеко. Так что вряд ли всерьез стоит опасаться нападения этого мега-хищника на наш мир. Зато может случиться нечто еще более невероятное. Когда во время путешествия мы решим погрузиться в сверхпустоту Эридана, то быстро окажемся возле какой-то яркой галактики. Как такое может быть? Ответ неожиданный. Сверхпустоты Эридана просто не существует. Недавно команда ученых с помощью суперсовременного англо-австралийского телескопа исследовала красные смещения 7000 галактик. Астрономы основательно прошерстили источники света, которые с расширением Вселенной удаляются от Земли. Они пришли к выводу, что необъятного войда в созвездии Эридана в действительности нет. Но это не значит, что история обошлась совсем без пустот. Просто в той области Эридана расположено скопление небольших войдов, и каждый из них окружен своими невидимыми для нас галактиками. Это похоже на пену из множества мыльных пузырей. Ученые говорят, что в среднем плотность вещества в пустотах вкупе со своими галактиками примерно такая же, как и в других точках Вселенной. Очевидно, что нужно и дальше наблюдать за созвездием Эридан и проводить моделирование его окружения. Когда-то, скорее всего, мы точно узнаем, существует сверхпустота или нет. Это может принести такие невероятные открытия, о которых сейчас нельзя мечтать. Возможно, с помощью них мы даже сможем найти путь в большой космос и проникнуть за пределы Вселенной. Конечно, в очень далеком будущем. А пока мы осмотрели самые большие и страшные космические пустоты. Это лишь небольшая часть из более чем 6000 небесных прорех, известных астрономам. Их темные бесконечные лабиринты, лишенные звезд, не только пугают, но и притягивают. Мы получили непохожие ни на что впечатления и еще раз убедились, насколько разнообразны творения природы. Ученым же пустоты дают возможность разгадать многие фундаментальные тайны мироздания. Например, войды выступают идеальным полигоном для проверки теории относительности Эйнштейна. Их просторы открывают широкие возможности для наблюдений за поведением материи при минимальной гравитации. При освоении войдов мы даже, вероятно, узнаем много нового о процессах формирования звезд, галактик. Но как они связаны с пустыми областями космоса? Астрономы заметили любопытную закономерность. Именно рядом с небесными дырами чаще всего появляются области бурного звездообразования. И кто знает, может, наша Вселенная такая яркая и разнообразная именно потому, что тоже запечатлена в пузыре бесконечной пустоты.